Всем привет! Меня зовут Вал, и добро пожаловать в мой Вилли. 2 недели назад я провела розыгрыш открыток в моем инстаграм-аккаунте. Конкурс был посвящен моему дню рождения, которое будет 3 августа. Если вы тоже лев, ставьте лайк и пишите в комментариях, когда у вас день рождения. Победители розыгрыша объявлены в сторис, а пока я готовлю открытки к отправке по почте. Я просмотрела аккаунты всех участников, чтобы узнать, что именно коллекционируют мои подписчики. Кто-то собирает цитаты, кто-то природу, кто-то достопримечательности. К своему большому удивлению, я не нашла ни одной открытки с нужными мне темами в американских магазинах. Немного расстроилась, но сразу нашла выход. Я решила отправить частички истории своей жизни. То, с чем я сталкиваюсь каждый день, а именно захватывающая история калифорнийского побережья. Первые 4 открытки очень редкие. Их не найдешь в интернете, их нельзя купить. Их можно выиграть в аквариуме города Лонг-Бич возле Лос-Анджелеса. Следующую открытку я купила про запас в Сиэтле. Смотря на нее, сразу вспоминаю дождливую осень и насыщенные цвета города. Ньюпорт-Бич – это город, рядом с которым я живу. Антилопа Кэньон. Была я там в 2017 году. Это было мое первое путешествие по Америке. Я не знала, что экскурсии в этот каньон нужно бронировать за 6 месяцев до предполагаемой даты, но меня выручило знание испанского языка. Лагуна-Бич находится рядом с Ньюпорт-Бич. Безумно красивое место. Я очень люблю гулять по его пляжам, вдыхая соленый воздух, который пахнет крабами и жимолостью. На одном из скалистых берегов какой-то творческий человек построил бассейн из камней и цемента. Когда начинается прилив, этот бассейн заполняется океанической водой. Солнце прогревает ее, и она становится не такой ледяной и кусючей. Я смогла все-таки найти одну винтажную открытку. Американцы очень любят эту эпоху. Она ассоциируется у них со стабильностью экономики и изобилием. На последней открытке изображен приход святого Хуана Капистрана. У этого города богатая история. В далекие 1600-е и 1700-е года на побережье Калифорнии пришли испанские завоеватели. Для того, чтобы хоть как-то обозначить свои территории, они построили 12 приходов. Сан-Диего, Лос-Анджелес и Санта-Барбара среди них. Когда-то это были маленькие городишки, но со временем они превратились в крупнейшие мегаполисы калифорнийского побережья. Такая стратегия помогла оберегать приплывающий из Испании флот, а также обращать местное индейское население в католическую веру. Индейцев обучали грамоте, пению и базовым профессиям.